Друзья, всем привет! Сегодня у нас небольшой разбор полетов по этому вот нашему замечательному турбореактивному, гигантскому, нереально мощному двигателю, который можно было бы куда-то уже даже можно и думать было бы поставить. Но, ребята, в прошлом видеоролике, похоже, я спалил воздушный стартер. Сегодня мы его будем снимать, смотреть, разбирать. Может быть, там что-то сломалось, может быть, можно починить, может быть, там просто все шестеренки стерлись в ноль, перекалились, перегрелись, там посинели, подшипники разлетелись и так далее. Все это мы будем смотреть и изучать. Ну, а также хочется снять некие вопросы, потому что люди не все правильно поняли, когда я запускал. Ну, по крайней мере, судя по комментам. Я хотел вам просто показать, как он выходит на режим, как у него идет пламя из сопла. Поэтому я выключал подачу топлива, потом ее включал, двигатель заново раскручивался, потом я опять выключал, опять включал. То есть все это делал я сам. Он прекрасно просто выходит в режим за секунды, но я боялся, что он чрезмерно сильно раскрутится, потому что непонятно, какая здесь тяга, и мало ли вдруг цепура не выдержит, вдруг тут килограмм 500 уже было тяги. Понимаете? То, что там он на малом газу, это все понятно, что должен давать, ну, 100-150 килограмм. Но мало ли, уж очень страшно он работал. Поэтому я выключал подачу топлива. А люди думали, что у меня не хватает мощности насоса, чтобы прокачать там и так далее. Ну, еще было несколько разных нюансов, ребят, которые буду вспоминать, буду рассказывать. Сейчас давайте снимать воздушный стартер и смотреть. О, он уже за сутки остыл. Нормально. Самое главное, что тут вроде никаких сложностей нет. Все должно быстро разделиться. Снять надо пару хомутов и отключить электрику. Все. Одну трубу отсоединили. Вышел из строя он из-за того, что я слишком долго кочегарил двигатель. И получается, не отключил я воздушный стартер вовремя, он просто тупо перегрелся и что-то там произошло. Скорее всего, что-то заклинило и оборвало вал, поэтому оно так легко все крутится. Я почувствовал, что он уже не раскручивает двигатель и прекратил подачу топлива, но было уже поздно. Потом я увидел дым, как с него идет, ну, короче... Все печально, ребят. Еще интересно, как себя чувствует здесь храповой механизм. Так, ну, пошло уже что-то не по плану. Запах пошел вонючий. Да, уже нехорошо. О, ничего себе. Так. Подавать воздух разрешается не более 45 секунд, то есть на 45 секунде воздушный стартер надо отключить. Произошел запуск, не произошел запуск, надо было отключить. У меня кочегарило минуты 4. Самое интересное, что полипропиленовая труба выдержала это все. Вот здесь в этом месте был огонь от ВСУ. Получается, прям почти на уровне. Рядом была труба, ничего. А нет, вот чуть-чуть подплавило. Ну вот, собственно, и все. Снутри я тоже заглядывал, снутри все в порядке, все нормально. Ну, если бы она не выдержала, ее бы пробило просто. Мы бы узнали об этом. Так, идем дальше, друзья. Смотрим на храповой механизм. Я его чинил, восстанавливал. Один кулачок не хотел работать, то есть у него испарилась с него пружина. Я пружину делал самодельную. Сейчас все, как видите, работает. То есть после столь долгих запусков все осталось в целости и сохранности. Ну а воздушный стартер, я уже выявил одну проблему по нем. Причем радует она. Смотрите. Вот так я делаю, видите, ничего не происходит. А это кулачки сцепления с храповым механизмом. Видите, что-то здесь оборвало. А вот здесь все работает. Подклинивает. Вот это уже нехорошо. А что оно подклинивает там? Блин. Все, берем, будем разбирать и разбираться. Я так смотрю, пациент не совсем мертв, но и не жив. Ну, так промасливает иногда. Тоже храповой там какой-то, что ли. Короче, вся надежда на экстремальную надежность авиационной техники. Для начала вот
этот узел раскрутим и посмотрим. Вы не представляете, как сейчас во мне теплится надежда, что я смогу починить этот агрегат. Уф, ребята, это просто жесть. Настолько редкая вещь. Погнали. Не так много болтиков здесь. Ну, что-то они слабенько закручены. Отпустились. Вот это прогрев был. Да, почти не затянуты. Ну, прогрев лютый был. Спорить не буду. Откручиваем все. Должно потечь масло. Хорошо, что масло не выходит. Значит, уплотнение более-менее нормальное. То, что немножко масла брызнуло возле двигателя, говорит о том, что поднялось давление внутри и продавило через сальник. Ну а так в целом все норм, ничего никуда не выходит. Ох, представляю, как сейчас технарям интересно увидеть. Сужу по себе, тупо по себе. Потому что для меня сейчас одно из самых счастливых моментов в жизни, как говорится. Увидеть, что же там произошло. Вот они все гаечки, болтики, друзья. Видите, я на красный герметик сажал, чтобы ничего не сопливило. Высокая температура стойки. Забиваем аккуратненько клин в виде отверточки. Вот уже и разделилось. Масло пока не течет. Почему? Потекло. Отлично. В масле видно стружку. Запах, я вам скажу. Ух, вот это дал я ему джазу. Что-то даже не отсоединяется. Здесь, я помню, надо снимать. Вот, смотрите, какое масло. Со следами износа. В масле присутствует золото байкера. Как оно сюда попало, непонятно. Вытащил стопорное кольцо и теперь при вас буду извлекать. Смотреть, что произошло. Да, опасения, похоже, наши ребята оправдались. Мои и ваши. Вот эта штука, она абсолютно целая. А вот эту штуку я сейчас вытащу только часть, скорее всего. Видите? Как четко срезала ее. Обалдеть. А ну-ка, тут как? Как бы это я смогу даже и заварить, мне кажется. Ну, здесь все прекрасно вроде бы. Правда, опять же, есть какие-то некие следы износа. Может быть, они взялись с этой части. То есть здесь терла-терла и немножко натерла следов. Это вы не поверите, друзья, это рессора, вот часть рессоры. Здесь есть прослабление, и так оно и задумано. Если клинит вот эту вещь всю, то рессора должна ломаться. Подшипничек норм. Так, тоже, правда, какие-то есть задиры. Вот здесь на корпусе задиры есть. Нет, все-таки... Возможно, что-то здесь еще поломано. Не все так просто. Ай-яй-яй-яй-яй. А чем же оно тут терло-то по корпусу? Какими частями? Болтами, что ли, вот этими? Вообще не пойму. Или этими? Втулочка бронзовая, вроде бы норм. Все здесь крутится норм. Даже очень хорошо. Здесь ничего не разбирается. Не, ничего не разбирается. Как вытащить вот эту штуку, пока что ума не приложу. Что-то она не хочет вытаскиваться, хотя по идее должна. Видно, она как бы подзаклинила там. Должна от руки, по идее, вытаскиваться. Так. Ребята, ребята. Вот это жесть. Смотрите. Вот она жесть в чем. Раскрутилась, короче. Вы представляете? Вот это да. Хотя, насколько я помню, этот узел я даже не разбирал. Вы можете себе представить? Здесь кругом заводская контровка. Видно, я сюда не лазил, когда вам показывал. Я просто вот так же само раскрыл и показал, что там внутри. Раскрутилась от большой вибрации, видимо, от больших оборотов, видите? Выкрутился болтик, заклинил, оборвало рессору. Смотрите, как я читаю, что произошло.
Фактически даже можно сказать, я не виноват. Ну, хотя, конечно же, виноват. Может быть, я чрезмерно его раскрутил. Но так, в остальном, ну, по идее, вроде как все здесь крутится плавно. Хорошо, подшипнички на месте. Можно все, наверное, промыть, закрутить болтик. Попробовать починить рессору. И, возможно, ребята, мы продолжим эксплуатировать этот агрегат. Хорошие новости, друзья. Прям, я бы даже сказал, обалденные. Но почему оно раскрутилось, это просто для меня загадка. Контровка все-таки была как-никак. Самое главное, что я не обнаружил здесь никаких синих шестеренок. То есть ничего не перегрето. Все работало более-менее в штатном режиме. Значит, будет продолжать жить. Вот же надежная техника. Это просто шок какой-то. Даже болты разваливаются, она все равно работает. Слушайте, ну не могу я успокоиться, ну неожиданно, не правда ли? Давайте обсудим это в комментариях, как и почему раскрутился этот болтик. И хорошо, что он не попал именно между шестерней, где-то там его терло по алюминиевому корпусу, оттуда и стружка, а между шестерен он не пропал. Вот она контровка. В принципе, вот. Ну... Даже оно здесь особо не прокручивается. Странно очень. Ну, естественно, настроение у меня мега поднялось сейчас. Вот, но так просто не будет. Буду сверлить отверстие по центру. Я уже начал, вроде потихоньку идет. Нарезать резьбу и пытаться вытаскивать. Сверление очень плохо идет, но идет. Главное, чтобы нарезка резьбы пошла. Ну, такого я уж точно не ожидал. Я думал, все разлетится в тар-тарарык, чинить там нечего. Но вонища страшная, тем не менее, стоит. Перегрев был. Раз, два, ну вот, где-то 2 оборота пойдет. Да, вообще, в касание, ребят. Протрем. Надо очень хорошо потом все вымыть. Очень. Класс! Вот оно как выглядит. Здесь есть уплотнительное колечко, надо его вынуть, а потом не забыть поставить на место. Из кремнеземной резины. Даже не знаешь, как его теперь тут пристроить. Лопнуло вместе ослабление. Видите, специально делается ослабление, чтобы при заклинивании оно здесь лопалось. А движок продолжал работать, потому что тогда могло бы заклинить весь двигатель, могли бы быть большие проблемы, если бы вот такая чушка заклинила. Удар, что-то вылететь могло бы, срезать более толстое. А так намеренно сделано именно ослабление такое. Видите, шлицы как шестеренка, настолько качественные, все крутится, вертится. Видно, насколько мелкозернистая здесь структура, закалка очень хорошая, но после наших деяний закалка маленько отпустится, потому что кроме как приваривать, я здесь больше вариантов не вижу. Ну, либо типа новую деталь изготовить, но это тоже жесть, ребят. Не хочется, честно вам признаюсь, лучше силы вложить в гоночный болид. Ну что ж, ладно, сверлю тогда дальше отверстие, состыковываю и будем сваривать. Благо лунка для сварки у нас уже есть. Я даже думаю, что мы сегодня попробуем опять запустить наш самолет. Инструмент для нарезки резьбы М4. Нарежу более глубокую и качественную, что самое главное, качественную резьбу. Отверстие уже сделал. Направил, чтобы по центру шло. Ну, теперь надо нарезать. Насквозь не стал просверливать, ребят, потому что, ну, вы видели то резиновое колечко. Должна быть герметичность. О, да, оно четенько здесь становится обратно. Просто надо было все фаски убрать. И все готово, друзья. Можно ставить. С виду не поймешь, есть тут трещина или нет. Вот так теперь выглядит новоиспеченная деталь. Думаю, сделать здесь где-нибудь ослабление, но не в месте сварки, а где-нибудь вот тут рядом, например. Все-таки ослабление должно быть. Мало ли, вдруг опять произойдет такой инцидент. Ну, а вот эту штуку уже можно выкручивать. Выкрутиться.
легко. И натяг сохранился. Отлично, ребят, все получилось. Все, собрал, ребятушки. Получилось лучше нового. Сейчас залью маслицо. Решил использовать Turbo Nicoil. Ну, другого у меня просто нет для этих целей, более качественного. Хотя здесь какое-то отечественное масло более качественное использовалось. Ну, все равно это турбинное масло, я думаю, нам пойдет. Вот такого прекрасного цвета маслица, ребята. Залью пока 100 грамм, потом по меркам посмотрю. То есть будет понятно после установки. Есть здесь заливное и сливное отверстие. Но уже крутится офигенно. По-моему, лучше, чем раньше. Я же все промыл, все прочистил. Да и плюс приработалось, а? Ну вот и все. Опять большая радость на канале. Воздушный стартер уже установлен. Масло есть, все есть. Немножко модернизировал весь двигатель. Добавил защиты. Поставил манометр для контроля давления масла. Что-то как-то непонятно мне, какое там давление. И от этого грустно просто. Добавил еще один тумблер в панель запуска. Теперь у нас есть уменьшение подачи топлива. То есть в таком положении подача топлива будет уменьшаться. А когда мы сделаем вот так, клапан закроется и будет увеличиваться. Также еще, ребят, добавил защиту по воздушному стартеру, именно по его отключению. Там есть датчики, и все пару датчиков я запитал на вот эти вот мои провода. И все будет автоматически работать. Воздушный стартер теперь будет автоматически выключаться. Можете сказать, что это все круто, здорово, теперь будет безопасно, но нет, ребята, наоборот, теперь будет более опасно. Потому что теперь его нельзя будет включить, когда у нас пойдет мега-огонь, и нельзя будет этот мега-огонь самой турбиной потушить. Ну, здесь такой нехилый выбег роторов, поэтому, в принципе, можно успеть потушить самим выбегом, на выбеге турбин. Заправляю 30 литров керосина, именно столько нам понадобится, чтобы минут 5, 10, 15 постартовать. Вот. И погнали. Потихонечку заливаемся. Сейчас мы будем испытывать воздушный стартер. Если все пойдет нормально, я потом сделаю мега мощный безмен тонн на 20. И мы будем испытывать его уже на тягу. Будем плавно пытаться повышать. Ну, в общем, там посмотрим, как пойдет. Может, стартер сейчас опять развалится, ребят. Погнали. Увидел. С трубой прям поехал. А? С трубой прям. Я видел, ну что делать? Просто на той стороне, короче, машина стоит. Через стенку не вылетит. Вылетит, почему ж не вылетит? Вот только что чуть не вылетело. Забыли закрепить. Так, погнали тогда. Интересно, туда не набрало этого топлива?
Что-то не пошло, да? Ой, зараза. Ладно, попытка номер 2. Попробуем аккуратно. Сейчас дойдет. Все. Что-то давление масла я не увидел там. Вот в чем проблема. Может, конечно, не раскрутилось там оно, но я не понял. В чем прикол. Все, можно пробовать. Ну вы все видели, так вроде все работает, все запустил по циклу, все хорошо. Вот, выбег нормальный, но не могу понять, почему не показывает давление масла. Вроде как я здесь все поставил, должно показывать. Надо перепроверить, может надо было вот сюда поставить, я уже не помню. Да нет, все правильно вроде. Но давление масла я не увидел. Хотя выбег хороший, все крутится вроде бы как. Первый раз стартанули без цепи, это было неразумно. Я увидел, поехала вся моя вот эта кухня вместе с ВСУ. Вот. Ну, потом прицепил, видите, даже усилил. Теперь 2 цепи. Теперь никуда не денется. За это можно не переживать. Но размывает дорогу немножко. Вот что получается. То есть так долго не получится здесь стартовать. Надо будет, наверное, бетонировать этот участок. Вот. Ну, самое главное, ребят, воздушный стартер мы починили с вами. То есть эта штука у нас уже в работе. Интересно, горячая она? Ну, горячая, но не критично. Ну, все, ребят, можно выдохнуть, все работает. Теперь можно двигаться дальше с этим двигателем. Думать, куда его поставить, думать, что с ним сделать, как испытывать. Хотелось бы, конечно, по полной измерить здесь тягу, но мне кажется, унесет весь асфальт, если дать взлетный режим. Ну, короче, радость очень большая, ребят, но у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лойсом. Всем пока, до новых встреч, ребята. По поводу масла у меня какое-то нехорошее чувство. Бачок холодный, охладитель тоже абсолютно холодный. Вот эта часть двигателя гораздо теплее. Да, непонятно, непонятно. Может, завоздушилось тут что-то?